Наполеон Бонапарт – довольно интересная историческая фигура. Одни говорят, что Наполеон Бонапарт – это олицетворение солнца, и его никогда не существовало. А нашествие Наполеона в 1812 году – некая аллегория на 3 года без лета. Другие говорят, что личность Наполеона I практически полностью скопирована с Наполеона III. Официальную современную интерпретацию, кто такой Наполеон, вы можете почитать в интернете. Мы же почитаем некоторые фрагменты публикаций XIX века, чтобы понять, как его звали. В самом конце видео поговорим о его помпезном и очень странном призахоронении в 1840 году. Итак, читаем. Стоит отметить, что это характерно для Буанапарта и соответствует всей его жизни. Он сфальсифицировал дату своего рождения, свои христианские имена и фамилии, а также имена своей жены и всех членов своей семьи. Он решил называть себя Наполеоном Бонапартом и назначил дату своего рождения на 15 августа 1769 года. Как его звали на самом деле? В наши дни об этом историческом вопросе не принято говорить. Давайте покажу 2 карикатуры на Наполеона со странными названиями. Первая карикатура. Описание на французском языке. Это имя дали ему враги, которые обвиняли его в том, что он хотел стать королем Испании, потому что в то время это имя означало «хвостун», «фанфарон». Я приведу в качестве примера эту роялистскую карикатуру эпохи 100 дней, на которой изображено прибытие Николя Буанапарта в Тюильри 20 марта 1815 года. Однако никому бы и в голову не пришло называть императора Николя. Вторая карикатура. Описание на французском языке. Последний приют Николя Буанапарта или воздаяние за преступление и наказание тирана. Не знаю, как вам, а мне впервые встречается, чтобы Наполеона Бонапарта называли Николя Буанапартом. Давайте зачитаем еще один фрагмент из старинной книги. Имя Бонапарта. В работе Баретти под названием «Итальянская библиотека», содержащей описание жизни и творчества самых выдающихся итальянских авторов, изданной в 1757 году, в списке комедий на странице 108 содержится следующая запись. «Ля ведова ком ди Николо Буанапарте, ин Фиренце пер и Гиунти, 1592, ин октаво». Поскольку некоторые мудрые люди выяснили, что настоящее имя Наполеона Николай, вышеизложенное может помочь им установить его родословную. Еще моменты старинной книги. Когда Наполеон выступил против Рима во главе французской армии и принял предложение папы римского в Толентино, один из переговорщиков противника заметил, что он был единственным французом, выступившим против Рима со времен коннетабля де Бурбона. Но еще более удивительным это обстоятельство делало то, что история первой экспедиции была написана предком того, кто осуществил вторую, то есть монсеньором Николасом Бонапартом, который оставил нам произведение под названием «Разграбление Рима коннетаблем де Бурбоном». Отсюда, возможно, или от упомянутого выше папы римского, произошло имя Николая, которое авторы некоторых брошюр выдавали за имя императора, а не Наполеона. Это произведение можно найти в большинстве библиотек. Ему предшествует история дома Бонапартов, напечатанная около 40-50 лет назад и отредактированная доктором Вача, профессором Пизы. Еще фрагмент. Наши читатели, возможно, помнят, что примерно в этот период, когда Наполеон хвастался парижанам своими победами в Германии, он жаловался, что не может взять знамена, поскольку союзники всегда держат их в тылу во время каждого сражения. Но теперь выясняется, что изобретательный Николай на самом деле проделывал именно тот фокус, в котором он обвинял своих противников. Мы называем его Николай в знак должного уважения к его законным правам, поскольку его бывшие подданные теперь утверждают, что он так любил брать то, что ему не принадлежало, что даже взял себе имя Наполеон, в то время как имя Николай было единственным, от чего он когда-либо отказывался, не хвастаясь этим. Еще фрагмент. Париж теперь был самым интересным местом на земле. Наполеон был свергнут и направлялся на Эльбу. Там были все народы мира. Лувр был во всей красе. Такие чудеса можно только представить.
Ни один человек в будущем не сможет проникнуться чувствами Европы, когда мы услышали об отступлении Наполеона. Это невозможно постичь. Я следил за Наполеоном с 1796 года. В Тулоне я его не помню, как и во время свержения сект. До его отъезда в Италию я ни разу случайно не слышал о его бессмертном имени. После битвы при Риволи я все вспомнил. И когда я прочитал в кругу друзей, что Наполеон, он же Николай Бонапарт, перестал править, мы все, затаив дыхание, посмотрели друг на друга. Еще фрагмент. Действительно, любопытная обязанность для французов поддержать корсиканского узурпатора, но затем добавил хитрый Николас, возможно, врагов Франции. Том 3, номер 57. Есть старая поговорка: дьяволу должно быть отдано должное. Поэтому мы не можем удержаться от того, чтобы вернуть Наполеону Великому то крестильное имя, которое, как утверждают французы, он когда-то носил на Корсике, прежде чем он или его друзья изменили его на более внушительное. Дело в том, что военные училища во Франции были открыты только для дворянства, и маленькому Николаю Бонапарту отказали бы в зачислении, поскольку такое имя было слишком вульгарным для кого-либо выше класса ротюрье. Императору в зачаточном состоянии повезло, что это изменение произошло, ибо, хотя император Николай I Эльбский может звучать очень хорошо в будущих историях, на французском троне это имя выглядело бы лишь жалко. Еще фрагмент. Действительно, кажется, Наполеона самого поразило, что французский народ может удивиться этому странному упрямству, и поэтому он объяснил это в следующем же абзаце, показав, что морально невозможно им избежать наказания, ведь его газетчик добавил: «Поднявшийся уровень воды смыл мост через Бедосою. Как же судьба Наполеона, Николая Бонапарта зависела от мостов? Сама Нива вышла из берегов». Следующий фрагмент — взгляд иностранцев на Россию. Император Николай в следующем фрагменте — брат Александра I, но обратите внимание на часть про Наполеона. Имперские привычки. Император Николай начал свое правление с того, что любимый полк получил в подарок одежду покойного императора. Никогда еще штаны не были такими жалкими. Представьте себе сентиментального русского драгуна, подходящего к жилету со слезами на глазах, молящегося в одиночестве на отвороте, или воображающего, что он получил благословение из выдолбленного рукава. Бонапарт нашел бы в этом даре трогательную отсылку к таланту императора в создании военной одежды. Кстати, когда-то было модно называть Наполеона Николаем в шутку. Может быть, это придумал какой-нибудь пророческий русский шутник? Мы еще не слышали, чтобы кого-то в шутку называли Наполеоном. Еще фрагмент. Утром 25 числа в Авиньоне собралось огромное количество людей, и императора и его приближенных приветствовали криками: «Да здравствует король! Да здравствуют союзники! Долой Николаса! Долой тирана, негодяя, мерзавца!» и еще более грубыми оскорблениями. Имя, которое часто употреблял Бонапарт, будучи студентом колледжа Бриена, и которое возродилось как порицательное прозвище после его отречения от престола из-за ошибочного представления о том, что Никола на самом деле было его именем. Еще фрагмент. Жители этой прекрасной страны танцевали вокруг эшафота террора, а год спустя устроили резню террористам, заключенным в крепости Сен-Жан. После убийства маршала Брюна в Авиньоне народ с негодованием и угрозами приветствовал своего любимого императора. В его адрес сыпались самые низменные оскорбления, сопровождаемые непристойными стихами, в каждой строке которых фигурировало его незапятнанное имя. Один единственный факт, произошедший в тот момент, скажет больше, чем может написать историк. Выйдя из небольшой гостиницы, где он провел ночь, он направлялся к своей карете, чтобы отправиться во Фрижюс, когда дама, замешанная в толпе, скандировавшей «Долой Николая», обратилась к Наполеону, приняв его за одного из свиты, и попросила его указать ей на Николая. «Я Николай», — ответил он с изящным достоинством. «Вы шутите», — сказала дама. «У Николая не такое доброжелательное лицо, как у вас. И кроме того, он человек более величественный, чем вы». «О», — возразил император, — «я понял. Вы думаете, что у Николая рост великана, а лицо людоеда?
Едва Наполеон закончил эти слова, как вытащил из кармана несколько золотых монет и попросил ее сравнить сходство. Дама рассматривала профиль с недоумением и удивлением, а император велел ей раздать деньги толпе в качестве подарка от Николая. Возможно, мало кто знает, что слово «Николай» во французском языке — это уничижительное имя, и его часто применяют к тем, кто из-за недостатка разума, здравого смысла или рассудительности надеялся совершить какой-нибудь опрометчивый или безумный поступок. В некоторых департаментах няни пугают детей, находящихся под их присмотром, угрожая им визитом Николая. В общем, как я понял, изначально Наполеона Бонапарта звали Николаем, и он сменил имя, чтобы попасть в университет. Как это поняли вы, напишите в комментариях. Кстати, есть версии, что по происхождению он был греком. Об этом и о других именах Наполеона будут посты в Телеграм. Теперь посмотрим гравюры перезахоронения Наполеона в 1840 году. Наполеон умер на острове Святой Елены у берегов Африки в 1821 году, скорее всего от рака желудка. И в 1840 году его тело перевезли в Париж, где оно было погребено в доме инвалидов. Наполеон официально был ростом в 5 футов 7 дюймов. Огромный саркофаг со статуями наверху перевозят 4 четверки лошадей. Многовато, вам не кажется? Теперь давайте посмотрим на процессии в самом Париже. Античность во всей красе. Очень помпезные похороны спустя 20 лет после смерти. Кто-то скажет, что все это нейросети и чья-то фантазия и комиксы. В честь перезахоронения была выпущена памятная медаль. Можете внимательно рассмотреть. Если вдруг вам показалось, что оригинальный Николай Наполеон был великаном, то совершенно случайно есть вот такая заметка. В этой величественной гробнице Наполеон все еще спит. Дюрок и Бертран лежат по обе стороны от входа в покой, охраняя его как при жизни, так и после смерти. А справа и слева от входа в церковь находятся гробницы его братьев Иеронима и Жозефа. На камнях вокруг него высечены имена, которые он прославил. Над ним повешены десятки трофеев. Его сопровождают ветераны Дома инвалидов. Пусть он мирно спит под этим склепом. Несомненно, это очень качественный шлем для головы этого великана. Пусть покоится с миром под этим куполом. Это шлем, созданный для головы великана. Кто запутался или не понял, в конечном итоге прах известного полководца покоится под куполом Дома инвалидов в Париже. Еще из странностей — останки или прах Николая Наполеона Бонапарта покоятся в 6 саркофагах. Первый из жести, второй из красного дерева, третий и четвертый из свинца, пятый из эбенового дерева, шестой из дуба. Также говорят, что в 1861 году все вышеперечисленные гробы были помещены в огромный саркофаг из розового онежского порфира. Для создания саркофага, отражающего величие Наполеона, был выбран кварцит из села Шокша на берегу Онежского озера в Карелии. Камень славился красотой и эстетической привлекательностью, схожей с античным порфиром из Египта. Но это совсем другая, не менее интересная история. А на этом все. Кто хочет поддержать меня, ссылки в описании. Также, если вам требуется реклама, контакты в описании. До новых встреч. Пока. Наполеон I как будто срисован с Наполеона III. Оба они были артиллеристами, написавшими по одной книге на тему артиллерии и баллистики. У обоих было по сыну, которые никогда не правили. Оба сына умерли в возрасте 21-22 лет. Даты рождения и смерти Наполеона I являются координатами и приводят нас в интересное место. Об этом чуть позже. Дата рождения – 15 августа 1769 года. Дата смерти – 5 мая 1821 года. Если записать эти даты цифрами 1581 769 и 551 821, подставить перед цифрами знак «минус» и вставить в любой сервис карт, то угадайте, куда нас приведут эти координаты. Приведут эти координаты на остров Святой Елены, где, как известно, провел остаток жизни Наполеон Бонапарт. Был ли реален Наполеон Бонапарт или выдуман, решать только вам. Автор данного открытия Роман, канал «Глобальный вопрос».